кимчи из свеклы. Какое же огромное разнообразие кимчи в Корее бывает. И кухня не стоит на месте, развивается и появляются еще, ко всему прочему, и новые виды. Итак, нам потребуется свекла 5 штук. Как вы видите, они среднего размера и в общей сложности получается где-то около 1,5 килограмма. Вообще свекла, она имеет твердую структуру, поэтому будьте аккуратны, когда ее режете и чистите, какая-то тверже, какая-то мягче. Вот, в общем, мы ее моем и чистим. После этого нам нужно ее нарезать. Каждую свеклу, с учетом того, что если она вот среднего такого размера, мы ее разрезаем напополам. И затем каждую из половинок тоже разрезаем напополам. И полученные вот эти две половинки мы вот таким вот образом разрезаем дважды и получаем 6 кусков. Но смысл не в том, чтобы совершенно абсолютно повторить эту схему, потому что размеры свеклы может быть у каждого разные. Смысл в том, чтобы не нарезать слишком маленькие или слишком большие куски. Куски должны быть среднего размера. Вообще приготовление кимчи из свеклы напоминает приготовление кимчи из дайкон редиски. И далее нарезанную с вами свеклу мы должны заправить солью в объеме 1 чайной ложки, но с учетом того, если это не корейская соль она послабее, можно побольше положить. И сахар 2 столовые ложки мы с вами закладываем и все это хорошенько перемешиваем. Перемешивайте в перчатке, свекла красится. И отставляем это в сторону. За это время мы должны подготовить в первую очередь базу для кимчи. Для этого нам понадобится где-то 180 мл воды и 2 столовые ложки муки. Какую муку брать? Можно взять пшеничную, можно взять рисовую муку. Это не принципиально. Мы используем холодную воду, закладываем муку обязательно в холодную воду и на очень медленном огне мы должны это с вами выварить, но не доводя до кипения. Мы должны сначала разбить ложкой все комочки и вот так вот помешивая вот до такой консистенции довести эту массу до состояния жидкой сгущенки или киселя. Можно, кстати, если вы не хотите муку, взять вчерашний отваренный рис и выварить его до такого же состояния. И все это мы абсолютно остужаем, всю эту отваренную массу. За это время нам потребуется подготовить чеснок 3 столовые ложки молотый и половину луковицы, если луковица большая, или одну целиком, если маленькая, и немного имбиря. Все это мы перемалываем. И затем мы должны будем подготовить также зеленый лук. 5 стручков зеленого лука. Мы должны будем им надрезать белые кончики, если они достаточно толстые. И затем уже весь целиком вместе с белыми кончиками лук нарезать где-то кусками в 2 сантиметра. Далее. Уже остывшую базу кимчи мы должны будем с вами переложить в какую-нибудь достаточно объемную форму, например, пластиковый тазик, чтобы там заготовить маринад и затем в нем все перемешать. Затем в эту базу мы закладываем красный молотый перец 50 грамм. Вообще, если вы используете именно корейский перец для кимчи, то он немного послабее, и его можно положить немного больше. Вот, например, уже не 50 грамм, а даже 100 грамм можете положить. Далее молотый чеснок и лук и имбирь. Их, кстати, можно перемолоть вместе, мы далее закладываем. И добавляем рыбный соус 4 столовые ложки. По поводу рыбного соуса всегда возникает очень много вопросов в комментариях. Вообще можно его заменить на соленые креветки, которые называются сэуджот. Вот так вот они выглядят и продаются в корейских магазинах. Или можно просто добавить их напополам с рыбным соусом. Или вот в комментариях был предложен вот такой вот вариант, который, кстати, тоже имеет место быть в Корее. В Корее в каждом доме, в каждом регионе везде готовят кимчи по-разному. Одно и то же кимчи готовят по-разному. Я всегда это всем говорю. Итак, все это хорошо вместе перемешиваем. Далее зеленый лук мы закладываем в уже перемешанную массу и
еще раз перемешиваем, но уже вместе с зеленым луком. Мешаем достаточно долго, где-то около 3 минут, чтобы все ингредиенты хорошо вместе смешались. И затем закладываем свеклу. Как вы видите, внизу под свеклой образовалась жидкость. Ее всегда бывает по-разному, либо чуть больше, либо чуть меньше, но мы ее тоже можем использовать и заливаем ее в маринад. Теперь задача все хорошо перемешать. Я вот в этот раз, как вы видите, работаю в перчатках таких пластиковых, да, но в основном я использую перчатки такие резиновые, плотные. И это моя ошибка. Лучше этого не делайте, потому что такие перчатки постоянно сползают, и постоянно приходится их поправлять, поэтому лучше используйте плотные перчатки, такие как для мытья посуды, вот мы с вами используем. Все хорошо перемешиваем. Смысл в том, чтобы вся масса свеклы покрылась маринадом. И заранее подготовленный контейнер, он может быть пластиковый или же стеклянный, это не важно, мы перекладываем уже замаринованное кимчи из свеклы. Оставшийся маринад, который остается на дне, он может быть либо жиже, либо гуще, это всегда бывает по-разному. Мы его тоже собираем, не оставляем, не выбрасываем и прямо сверху на кимчи закладываем. Итак, полдня мы держим вне холодильника приготовленное кимчи и затем храним его в холодильнике. Через 4 дня после приготовления можно начинать есть кимчи. Срок хранения где-то в среднем около месяца, но определяется всегда кислостью продукта. Если прокисло, есть нельзя. Итак, подписывайтесь, лайкайте, и сейчас есть возможность еще раз ознакомиться с ингредиентами. Приятного вам аппетита!